этом месяце я увидел, ну, как очень тревожный сигнал. Количество квартир, которые выставляются для продажи, оно катастрофически в разы просто сократилось. То есть это, я так понимаю, признак того, что что-то очень серьезное, боюсь говорить слово страшное, произойдет. То есть люди наконец-то понимают, что жизнь при фронтовом городе – это, в общем-то, занятие себе так себе веселое. Поэтому наверняка просто смирились с тем, что эта недвижимость никогда не будет продана. Ну и, соответственно, кем-то куплена. Итак, друзья, а теперь по порядку. Давайте попробуем разобраться, что же все-таки произошло на рынке недвижимости города Запорожья, используя в своих, так сказать, не догадках, а исследованиях данные, которые мне предоставляет компания Olymp Consulting. Напомню, это статистические данные рынка недвижимости Украины. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона. По городу Днепр я уже с вами, так сказать, беседовал на прошлой неделе. Теперь мы будем говорить о городе Запорожье, рассказываю, как, в общем-то, использовать данные, которые написаны в легенде карты. Начинаем с населения довоенной, 746 тысяч. Я думаю, что сейчас, если 500 тысяч живет, то это хорошо, а может быть и меньше. Люди, которые меня смотрят с Запорожья, напишите, пожалуйста, визуально, сколько больше людей, меньше живет, чем до войны, естественно. Количество предложений, друзья, вот здесь то, что я анонсировал. Посмотрите, что произошло. Если постоянно мы видели порядка 11 тысяч предложений, там чуть больше, чуть меньше, то количество предложений в июле месяце сократилось на 9700 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. То есть это на 16% за месяц. Ну, я такого не помню, если честно. Я перепроверял данные, все сходится, то есть ошибки не может быть. То есть действительно на 16% за один месяц количество квартир, которые выставляются для продажи, это все крупные интернет-порталы, электронные доски и так далее, которые я мониторю с помощью программного обеспечения Olymp News, на которое у меня есть, естественно, авторское право и патент, в общем-то, показывает такую вот печальную статистику. Связано это, скорее всего, с тем, что страшно подумать, что люди просто смирились с тем, что надо оставлять жилье и, что называется, жизнь дороже, да? Возможно, я ошибаюсь. Напишите, кто с Запорожья, ваши ощущения. Я просто интуитивно понимаю ту опасность, которая окружает людей, находящихся на такой близости при, чуть не сказал, к фронту, правильно так, да? Там буквально несколько десятков километров. В общем, напишите, кто как думает, почему произошло такой обвал снижения активности на рынке предложений. Социальное жилье, друзья, подешевело на 0,24%, это вторичный рынок. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, подешевели на 0,18%. Переходя к первичному рынку, друзья, мы видим ту же самую отрицательную динамику снижения эконом-класс квартиры, снижение минус 0,27%, и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,15%. Подводя итоги, друзья, видим, что по всем сегментам, по первичному и вторичному рынку снижение, также аномальное снижение предложений на рынке жилой недвижимости. И от обобщенных вот этих данных переходим уже к декомпозированным и более подробно разберемся, что произошло с недвижимостью в разрезе, естественно, классов по администрации.